как он планирует дальнее будущее с вами, вместе с вами. Он планирует держать все под контролем. И я вам скажу, здесь мужчина не просто с раздутым эгом. Здесь мужчина всесильный контроль. Может быть манипулятор, но он не сколько манипулятор, его мозг так устроен, это Водолей, где он все знает и все решает за вас. Он решил все за вас. Имейте это в виду. Его мысли, чувства, планы и действия по отношению к вам в ближайшее будущее. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро на отношения, на любовь, на мысли, чувства, планы и действия загаданного мужчины. Расклад Таро для женщин. И по традиции мы начнем с того, что посмотрим, какая ситуация у вас сейчас, кто пришел на расклад, чтобы вы могли понимать, это ваш расклад или, может и не ваш, но вообще это общий, да, поэтому смотрите, выбирайте что-то свое. Итак, давайте посмотрим, что происходит. Давайте так скажем. Как минимум, здесь отношения требуют серьезной работы, и легкими эти отношения никак назвать нельзя, если только не получается так, что женщина здесь тяжело работает, а мужчина может тяжело и не работать, да. Как минимум, отношения нелегкие. Смотрите, здесь ситуация такая, что дом – это либо король червовый, либо эти отношения важные для вас, или они для вас важны, либо уже стали важны. Но у меня такое ощущение, что мужчина для вас важен. Как минимум на здесь и сейчас пока что важен. Может быть такое, что еще мужчина важничает и завышает свою собственную самооценку. Влюбленные, как минимум у вас к нему чувства есть. И вам хотелось бы, чтобы эти чувства были взаимны. Возможно, даже ваш партнер вам как-то приоткрылся или уже открылся, или говорил что-то. Влюбленные в центре. Просто так. Вам из этих отношений не выйти. Почему? Потому что, во-первых, уже важны, может, из-за того, что признался в любви, в каких-то чувствах, да. И теперь вы, как два голубя, не знаете, засохли эти отношения, да, замерли они. А тут такая статуя, да, и непонятно, конец это или пауза, да, сейчас в отношениях. Почему-то у меня такое. Смотрите, отвага, такое ощущение, что вы чувствуете, что хоть они и трудны, эти отношения, да, и хоть они, может быть, и, немножко остановились где-то, замерли, или, может быть, подостыл партнер тоже по этой карте, тут же, видите, скульптура, все-таки застывшие они, да. Все-таки партнер важен, и партнер может быть и или военный, или полицейский, или на службе, да, в форме какой-то. Но эта карта, она на ближайшее будущее падает. Вы чувствуете, что назревает какая-то разбор полетов, что ли, стычка какая-то назревает у вас. Или вам придется прилагать еще больше усилий, да, в этих отношениях, нежели вы уже приложили. Ну-ка, давайте еще посмотрим. И смотрите, лишение, вообще крысы, да, такая, это оракул такой, он специфичный, но здесь как будто бы есть какие-то ограничения, и вам в будущем, еще это дальнее будущее, да, как будто бы есть ощущение, что постоянно чего-то не хватает, или он чего-то не договаривает, ваш партнер, или вы ему что-то не сказали, или чего-то не хватает, опять-таки, или вы прилагаете усилия, прилагаете, делаете все, чтобы этот партнер вас оценил. А у него самооценка, да, дом. У него самооценка важничает, да. И, может быть, вы, как партнерша, здесь себя чувствуете немножко какой-то то ли одинокой, то ли замкнутой, или ненужной, или обделенной, или брошенной. Вот такое. Может быть, пока что был какой-то у вас конфликт на почве его важности. Может, он как-то ваше задел, тоже самолюбие, да. И есть временная пауза. И вы сейчас
Страдаете из-за того, что не понимаете, а что в вас не так. Ну, с вами что не так, что он с вами так поступил себя, да, повел себя. И ведь было все достаточно, как говорится, гладко, близко, тепло, интимно, няш-мяш, да, вот так. Ну, близко, да, давайте так, близость какая-то, да, может быть, даже близость была. Хорошо, ну давайте еще посмотрим. Вот ваша позиция, лично ваша, да, вот женская позиция. В чем суть трудностей ваших трудностей? Какие у вас проблемы лично у вас? Ну, тут, знаете, как либо родственники ваши втручаются, да, суют свой нос в ваши отношения, да. Либо у вас с мамой, с папой какие-то проблемы. Может, вы живете с родителями. Может быть, там дети как-то влияют на ваши отношения еще тут. Либо у вас по роду какие-то есть проблемы в отношениях, да. А давайте теперь глянем. Давайте глянем дом, да, и спросим у этой карты, да, или по этой карте посмотрим, в чем суть важности вашего мужчины, да, вот почему он такой важный, или чем он важен для вас. Чем он важен для вас. А вы его долго ждали, это долгожданный человек, может быть, судьбоносный человек. Но мало того, что, может быть, вы его долго ждали, чтобы он к вам приблизился, да, приложили много усилий. Ну и также этот человек, может быть, если он уезжает, да, или отдаляется, то это надолго. Поэтому суть его важности в том, что он долгожданный, да, может, вы ему так и сказали, я тебя там долго ждала, да, такого, как ты. Приоткрылись вы немножко больше, и он тоже как-то там, может, и приоткрылся. Но, а он отдаляется теперь, да, и вы понимаете, что если он отдалится еще дальше, и вдруг вы его потеряете, да, или разойдетесь, то вам тяжело будет приблизиться, сблизиться, да, то есть, ну, достаточно такой ценный кадр, да, пока что, ну, так. Ну, окей, хорошо, давайте спросим у этой карты причины того, почему остановилась эта любовь, да, вот почему они из камня, эти двое, это скульптура каменная, почему? Ну, если скульптура стала каменной, ваши отношения закаменели или остановились, да, застыли, или было много действительно родственников здесь, повлияли родственники, мама, папа, брат, сестра, племянник, дочь, сын и так далее, да, дедушка, бабушка. Либо есть в окружении человек, который влияет, да, из-за окружения. Хорошо, теперь по сути хочу спросить, стоит ли вам прилагать усилия здесь, в этих отношениях? Или стоит ли проявлять, храбрость и отчаянные какие-то поступки? Идти ли вам на отчаянные поступки вот так? Нет, пока не надо резких движений, гроб. То есть, если вы будете сейчас активно бороться, резко бороться, делать какие-то отчаянные поступки, это приведет к проблемам. Ну, например, вот, допустим, ко мне приходят на консультацию личную и спрашивают в вопросах личных, да, стоит ли мне там говорить его там любовнице или его жене там что-то о себе или какие-то нюансы раскрывать в окружении, например. Не надо. То есть, вот таким способом точно здесь не надо бороться. Ну, в кавычках бороться. С другой стороны, вам сейчас лучше действительно эту паузу выдержать. Вот карты подсказывают так. И, ну, вы сами видите, какие карты, да, я ж вам по картам толкую и специально ложу их, чтобы вы видели. Хорошо. В будущем какие проблемы могут возникнуть здесь? Смотрите, учитывая то, что здесь выпадает мужчина номер один. Если мужчина с завышенным эго, с комплексом нарцисса, да, ну, я говорю не нарцисс, а с комплексом, то есть у нас у всех есть этот нарцисс, но каждый нарцисс в каждом из нас проявляется по-своему. Ну, тут как бы комплекс может быть какой-то, да, то есть если его
будет заносить еще сильнее, если его эго будет раздуваться еще шире, то проблемы у вас с ним будут еще больше. Понимаете, да? Ну, если мужчина почувствует свою самооценку намного сильнее или свою позицию намного сильнее, чем ваша самооценка. Я не говорю, что ваша самооценка здесь страдает. Пока что, да. Ну, может, вы себя так поставили изначально, да, как партнерша. А мужчина изначально был такой. И плюс на этих отношениях он еще начал как говорится, расширять свое эго, да, свою значимость. Хорошо. Ну, давайте. Что он думает о будущем вашей семьи или о вашем будущем в формате семьи? Что он думает о вашем будущем в формате семьи? И насколько бы ему это было тяжело? Насколько ему легко думается о вашем будущем в формате семьи? Насколько ему тяжело думается о вашем будущем в формате семьи? Вот так. Да не тяжело ему думается, и думается ему не тяжело. Как раз карта об этом. Но он не торопится. Это карта будущего, дальнего будущего, десятка пентаклей. Поэтому он думает о будущем формате вас двоих как семьи, но только вот потом. А когда потом? Потом это никогда, да, кто-то скажет. Ну, потом не сейчас. Да, не через год. Окей? Десятка пентаклей, может и даже и 10 лет, да, здесь. Такое тоже может быть. Хорошо. Что он думает по поводу сближения с вами? Я пока говорю по поводу сближения. Здесь он вроде бы как отдалился, да, но мы потом зададим вопрос, думает ли он возвращаться, если что. Что он думает по поводу сближения? Думает по поводу сближения, особенно если вы женщина, рак, скорпион, рыба, или где-то очень близки к архетипу его матери. То есть, если вы действительно можете быть нежны, мягкие, если вы сюси-пуси, да. Такие характеры у женщин есть, почему нет? Хорошо. Что он думает о ваших родственниках, если они вдруг влияют? Что он думает, например, о детях, или о маме, или об отце, да? В общем, о ваших родственниках сконцентрируйтесь на том родственнике, который актуален в вашей семье. Влияние, да. Напрягают его ваши родственники. И я вам так скажу, здесь, знаете, есть любовь любит тишину, а богатство тоже. И богатство любят тайну тоже. Так вот, десятка мечей. Серьезная проблема у вас из-за комьюнити, да? Поэтому чем меньше в ваших отношениях семьи, вашей, его в том числе. Здесь спросили про вашу семью. Может, дойдем и до его семьи спросим. Посмотрим. Пока задался этот вопрос именно о вашей семье. Вот он думает, в чем действительно проблема. Как он видит по-настоящему проблему между вами. Или в чем он по-настоящему видит проблему. Гроб и отвага. Семерка кубков. Во-первых, он сам пока не представляет, что будет в будущем. И в чем проблема? Где-то, может быть, он считает вас мечтательницей и наивной. Семерка кубков – это мечты, сны, иллюзии. Поэтому суть проблемы в том, что вы сами, вы лично, да, по своей наивности что-то себе фантазируете. Да, он может и видит в перспективе, но не сейчас. Хорошо. А в чем суть сейчас для него самой большой проблемы? В чем именно сейчас проблема? Не на потом, потому что сейчас вроде бы как иллюзия, да, у вас и у него, и он не представляет, и вы не представляете. В чем тогда сейчас проблема? Именно для него, не у вас. Нет проблемы. Или проблема настолько очевидна? Хорошо. Я скажу так, по Солнцу вроде бы как проблем нет, и эта карта абсолютно беспроблемная на первый взгляд. Но
По Солнцу я вам скажу, в чем проблема может быть. Проблема может быть в том, что дети могут мешать. И вопрос о детях тоже может мешать. Если у вас вопрос детей вообще никак не стоит, то проблема должна быть настолько очевидна, что вы ее прямо в упор не видите. Она перед вами, перед вашими глазами. Она настолько ясна, что даже вот... Ну, это же очевидно, Ватсон, да, как говорится. Это же элементарно, Ватсон. Скажу так, ваша проблема настолько очевидна, что она у вас перед глазами, перед носом. Если только это не дети и не вопрос ребенка вашего или его детей, ну и окружения в том числе, естественно. Хорошо, но и проблемы-то по сути нет. То есть ее прибрать как бы можно. Карта позитивная. Хорошо. Есть здесь слово «вояж». Может быть, еще проблема у него здесь и сейчас с перемещением у вашего партнера. «Вояж» и здесь «journey», да. Ну, «вояж» на французском, «journey» на английском. В принципе, у многих мужчин есть проблема с передвижением, особенно если отношения на дистанции. Давайте посмотрим теперь его чувства к вам. Что он чувствует по отношению к вам с точки зрения, насколько вы ему дороги. Ну, или спросим, боится ли он вас потерять. Нет, он вас не боится потерять, но потому что он считает, что ситуация у него под контролем. Поэтому потерять он вас не боится, потому что считает, что не потеряет. Интересно. Что он чувствует к вам как к женщине? Королева кубков проверяем. Вы его возбуждаете его желание, его пристрасть, як кажуть, влечение сексуального характера, да. Ну и он чувствует, что вы та женщина, которая побуждает его действовать. Вот что максимально убивает или ранит его сердце? Десятка мечей. Или, ну давайте, да, все-таки по сердцу спросим. Что максимально разбивает его сердце? Еще одно солнце. Тоже вещь какая-то очевидная. Может быть, дети. Может быть, вопрос, хочет детей, не хочет детей. Ну и может быть, все-таки родственники. И то, что ранит его сердце, в принципе, может быть той проблемой, которая очевидна. Да? О чем он мечтает в душе? Чувства смотрим, о чем мечтает в душе. Но смотрите, башня, он мечтает преодолеть проблемы. В душе он мечтает, чтобы проблемы закончились. Ну, чтобы вот эта гроза, чтобы вот этот гром, чтобы эти молнии, чтобы эти взрывы, да, или чтобы эти потрясения между вами закончились. И чем раньше, тем лучше. От чего бы он в душе хотел больше всего? Я хотел спросить, отказался, но все-таки посмотрел, вот зададим вопрос. Больше всего на свете с вами в душе чего он хочет? Быть вместе. Создать, может быть, даже семью, десятка кубков. Как такое может быть? Полное противоречие. Но хотя здесь не полное противоречие. Здесь, исходя из того, что я вижу, я чувствую, что первое, да, буква А. Первое, вы торопитесь. Второе, в ваших отношениях большую роль играют посторонние третьи лица, особенно родственники и дети. Ну и четвертое, может быть, вы где-то наивны. Вот как женщина, я бы сказал, что вы здесь больше инфантильная, он более ответственный. Да, я вас могу там как-то задеть, но смотрите, не всегда же мужчины инфантильны, да, есть наоборот, почему нет? Ну, хотя, какая женщина признает свою инфантильность, правда ведь? Когда такое было? Окей. Что планирует делать? Нет, сейчас мы спросим не этот вопрос. Я увидел этого мага, и он здесь пристально что-то рассматривает.
Что он хочет узнать о вас? Чего он о вас не знает, но хочет узнать? Или в чем он вас подозревает? Вот в таком контексте. Давайте смотрим. Маг. В чем он вас подозревает? Он вас подозревает в инфантильности, отсюда его чувство значимости. И он подозревает, что пока он что-то не сделает, вы вряд ли пальцем шевельнете. Да, вот есть такие люди, которые пассивны. Вот он вас подозревает, насколько вы пассивны. Попытается вас проверить, насколько вы активны. Но вам сейчас активно действовать не надо, пока не торопитесь. То есть он подозревает вас в том, что вы в отчаянии и не предпримете никаких активных действий по поводу него. Хорошо, а что он планирует делать по отношению к вам? Что планирует делать по отношению к вам? Планирует к вам поездку, и у вас, скорее всего, должна быть скоро встреча с ним. Смотрите, поездка, туз жезлов, вы и дом. Он планирует по отношению к вам важное движение, важное сближение. Что на этом сближении может или должно проясниться между вами? Что должно или может проясниться? Девятка кубков. Мужчина может появиться и проговорить вам то, на каких условиях он может и хочет, и он желает дальше развивать отношения с вами. То есть он будет диктовать вам свои условия. Хорошо. Чего стоит опасаться, башня? Стоит опасаться вам споров, конфликтов, подозрений, ревности и хитрости и обмана. Но карта мужская больше, поэтому вам желательно быть честной. Предельно честной. То есть, по сути, опасайтесь вспышек гнева, башня, неконтролируемой агрессии и проблем. То есть, ссоры могут быть здесь. Здесь очень вертикаль напряженная и непрогнозируемая. Хорошо. А как он будет проявляться в будущем, если вот то, с чем вы встретитесь, кстати, вас ждет какая-то важная встреча, на которую вы, возможно, даже и боитесь, опасаетесь, но она неизбежна, ее не избежать. Вот эти две карты, неизбежная встреча. Тем более башня и туз жезлов, то есть он должен появиться, чтобы все прояснить. Хорошо, а если тут пройдет все хорошо, что он планирует, как он планирует дальнее будущее с вами, вместе с вами? Он планирует держать все под контролем. И я вам скажу, здесь мужчина не просто с раздутым эгом. Здесь мужчина всесильный контроль. Может быть манипулятор, но он не сколько манипулятор, его мозг так устроен, это Водолей, где он все знает и все решает за вас. Он решил все за вас. Имейте это в виду. Окей. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, чего вам действительно, лично вам, как женщине, как партнерше, стоит опасаться. Девятку. Ну, вот эту вот вертикаль проверим. Ну, смотрите, он собирается к вам приехать, и опасайтесь этой встречи с ним. Но если вы ее действительно ждали, эту встречу, то опасайтесь конфронтации, ножей, да, или конфликта. Мужчина будет гнуть свою линию, и опасайтесь противоречить ему. Может, и поэтому вам и не стоит сейчас каких-то делать резких заявлений и движений. Но выслушайте его позицию, возьмите паузу на обдумывание, как совет вам, да, от высших сил. Окей. Ну и опасайтесь того, что мужчина, если вы не договоритесь, то он может опять отдалиться, но уже надолго. Поэтому у вас здесь может быть даже последний шанс. Имейте это в виду. Хорошо. Планирует ли он вас с собой забрать? Вот колесница. Планирует ли он вас с собой забрать? Шестерка мечей. Планирует ли он вас с собой забрать? Но я смотрю, вы так и побаиваетесь куда-то ехать. Я скажу, что да. Но здесь нужно прилагать и вам усилия. Не только ему, но еще и вам. Да, планирует. Восьмерка пентаклей.
что вы ему можете предложить с вашей стороны, что может его заинтересовать. 9 пентаклей и 8 монет проверяем. Вы можете предложить ему компромисс. И компромисс может вас обоих заинтересовать. Ну и ему, может быть, компромисс и подойдет. Но имейте в виду, человек такой диктаторской натуры, поэтому компромисс должен быть достаточно мягкий, чтобы он не заподозрил какой-то хитрости. Окей? Окей. Чего вам ни в коем случае нельзя говорить, или о чем вам нельзя говорить, чтобы не навредить в этих переговорах или на этой встрече, в этой беседе, да? Нельзя показывать свой страх, и нельзя показывать, что вы парализованы и боитесь, что вы в 9 мечей. Нельзя показывать свой страх и боитесь его потерять. Давайте так. Вы можете показывать или говорить, что он вам дорог, но не показывайте своей зависимости от него. И не показывайте, что вы растеряны. Просто ведите себя естественно и уверенно. Где-то, может быть, даже и бесстрашно. И не показывайте, что вы его заложница в конечном итоге. Это 8 мечей. Заложник обстоятельств, заложник своих мыслей и страхов. Да? И, может быть, не показывайте, что вы заложница его планов. Поэтому любое компромиссное предложение должно иметь время на обдумывание. Окей? Хорошо. А с чем вам лучше соглашаться? По поводу чего вам лучше согласиться? Так тоже можно спросить. Король мечей. Это на что вам придется... к чему он вас будет принуждать, например, да? Здесь король жезлов, да? Вам надо соглашаться с его планами, но щепоточка вашего компромисса все равно должна быть. Почему? Чтобы вы не казались такой инфантильной в конце-то концов, сколько же можно. Да? Что вам категорически нельзя делать? Вообще под страшным, знаете, как под страхом расстрела, да, как говорится, категорически нельзя делать. Не показывайте, что вы пытаетесь контролировать ситуацию, не манипулируйте им, особенно если он водолей или лев. Особенно если он воздушный или огненной стихии. Особенно если он какой-то руководитель, начальник, политик, активный деятель и так далее. Вряд ли у вас это получится. А вот что вам лучше сделать, знаете, ненавязчиво, ненароком. Ненароком скройте свои страхи, скройте их и, может быть, ненароком покажите, что вы инфантильны. Здесь же маленькая девочка, все-таки это инфантильность. Но только в том месте, где он привык видеть. Вы сами знаете, где он привык видеть вашу инфантильность. Чего он боится больше всего, давайте спросим. Его самые большие страхи по отношению к вам. Он боится, что вы восстанете против него и будете диктовать ему свои условия. Вот он деспот, да. Он не деспот, но такой характер у него. Я скажу так, это еще не деспот, но это достаточно вспыльчивый человек. Король жезлов и король мечей, любящий все держать под контролем своей власти, любящий управлять и могущий манипулировать, но манипулирующий с позиции своей уверенности. И я так сказал, как я сказал, так и будет. Да? Это как гэпнет по столу. Да? А чего он вообще не боится? В чем он бесстрашен, как, я не знаю, как кто? Как Бог. Но он бесстрашен в своих чувствах, и он, знаете, он не боится открывать свои чувства. И он просто настолько уверен в себе, на него столько королей уже выпало аж целых 3, и еще и карта главного мужчины. Поэтому он не боится, что вы его разлюбите. Этого не боится. Да вы его и не разлюбите. На секундочку. Может, он вам что-то в чашу положил. Хорошо. И давайте спросим. Это настоящая любовь или это все его раздутое эго?
Это страшный суд. Это где-то это отношение, мне кажется, родственных душ. Поэтому сделайте все, чтобы эта встреча между этими двумя родственными душами наяву в этой реальности, вопреки всему, совершилась.